Вітаю вас у своєму саду. Я Світлана. І сьогодні у нас запланована прогулянка садом у листопаді. Але, є одно но. У нас внезапно случился снег. И поэтому я с самого утра бегаю с такой метлой и отряхиваю свои шаровидные туи, кипарисовики, можжевельники. Сегодня будет прогулка вот такая. Будем смотреть, чем же я занимаюсь 21 ноября. Идемте, будет красиво, интересно. Покажу, что обязательно надо связывать, что отряхивать, а что оставить просто так. Собаки мне помогают, да, мышка? В снежки играть. Вот так вот засыпана моя акракона. Кто тут? Шишек не видно. Вот они, шишки. Но акраконе ничего не будет, поэтому ее отряхивать не надо. У нее довольно крепкие ветви. Немножко я ее так струсила, но я не хочу, чтобы вот эти красивые шишки отвалились. Хочу, чтобы они до Нового года полежали. Туи смарагды хорошо застриженные, ничего им не будет. Хотела вам показать, но не успела. У меня посажены 2 новых туи. Это Ауреа Нано. 1 и 2. Точно такие же, как пирамидалисы. Кстати, помните, я вам говорила, что они не разваливаются. Вот вам и, пожалуйста, снег очень тяжелый. И она у меня развалилась. Сейчас я ее буду чистить, но связывать не буду. Все-таки действительно на следующий год, или вот если у нас потеплеет, может быть даже и в этом, ее надо сформировать, немножко подстричь, чтобы вот так вот ветви не отклонялись от снега. В принципе, если растение хорошо, крепко держит свои ветви, оно восстановится. Но сейчас это надо обязательно сделать. У нас снег передают еще целый день. Целый день будет идти. Инверсу. Не знаю, надо или не надо отряхивать от снега. В принципе, у нее плакучая крона. Наверное, не буду, знаете почему. У нее очень хрупкие ветви. Мы когда ее высаживали, просто головой задели одну ветку, она хрусть и поломалась. А вот это мой кипарисовик, Пелец Блю, хорошо успела связать. Я посмотрела прогноз погоды. И буквально вчера. Кто тут нору роет? Или что ты под траву, под снегом траву ищешь, Адель? Да, под снегом ищут траву собаки. Вытаскивают. Так, это Спартан. Я его как бы тоже связала. Но у меня веревка короткая была. Все как обычно. И он немножко развалился. Вот это, кстати, самая большая ветка. Уже бы зима настоящая началась, чтобы с морозом, чтобы нам не приходилось отряхивать. Вадим Петрович там машину чистит. Собачьи тропинки, вот так они себе тропинки делают, бегают. Магнолию вот эту я укрыла и связала. Ой, метла упала. Это магнолия Феликс Жюли, я рассказывала. У нее там 1 цветочная почка. Хоть бы она дожила у меня до весны. Барбарис. Склонился бедный под тяжестью. На нем еще, смотрите, красная листва. Это Rose Glow Барбарис. Помните, я вам рассказывала про этот барбарис.
тут у нас не деформис. Не деформис, и надо просто обязательно снимать эту шапку. Так, вот они мои скайрокеты. Да, поразваливались, но их тут сильно, конечно, и не застрижешь. Они еще такие молоденькие. Так, туда я и не зайду уже. А вот как сильно развалились. Ну это я исправлю сейчас. Вот так, раз и все. И он опять хорошенький. Хоть бы оброс на следующий год. Гортензии его завалили, лысенький такой внизу. А вот этот аж на забор упал. Пока туда не зашла, покажу вам, для чего я у рододендронов построила такие шалаши. Так, туда лезть не надо. Мия, ну. Вот эта масса снега, которая сверху на них, она могла же их поломать, разломать, поломать. У меня тут такая специальная конструкция из композитной арматуры и агроволокна. Кстати, розой не доукрывала. Кончилось агроволокно у меня. Сегодня поедем забирать. Вот какая конструкция, смотрите. Дугами, как у роз, поставлены 3 арматурины, если так смотреть сбоку. И просто закреплено агроволокно. Домик. Я решила по температуре смотреть. Если будет большой минус, я тогда еще раз оберну его агроволокном. Ну, большой. Около 20, я считаю, уже даже 15. Надо их накрыть. А если зима такая и будет, 10-12, то хочу свои рододендроны молоденькие, минжулипы у меня завалились. Если будет зима такая, вот еще один в шалаше стоит. Тут крест-накрест я поставила дуги, вот так. То тогда попробую оставить без укрытия. Смотрите, довольно крепкая стоит. Снега сколько, она шатается, это моя халабуда. А держится. Но композитная арматура, она как раз для таких случаев. Она очень гибкая и в то же время прочная. Так, а это что у меня тут? Это мой мискантус. Мискантус пенисетум Red Hat. Один я не отрезала. Начиталась информации, что не надо злаки обрезать в зиму. Потому что в эти трубочки стебли попадает вода, снег. И растение может, если будет потом тепло, оно растает, туда вода забежит, и они выпреют, испортятся. Я вам скажу честно, что 2 года я их обрезала. Вот, обрезанный стоит. Тут просто как-то я и забыла. У них, видите, их стебли такие трубочки полые. Но у меня они как бы и не полые. 2 года ничего не делала и пересаживала их осенью. И все, что хочешь, и они живы и здоровы. Не знаю. А тут, наверное, принципиально не буду обрезать. Вот и сравним как раз. Вот эти магнолии тоже я связала. Это молоденькие. А с магнолией Альба Суперба, вот этой, она не связана. Так, мой обелиск. Застриженный внизу хорошо себя чувствует. А немножко верхушечка. Вот это магнолия. У нее почки такие, присыпаны снегом. Попробую ее не связывать. Опять же, если будет больше минус 15, даже минус 10, тогда, наверное, я ее оберну агроволокном. И все. Акракона моя. С акракона немножко поснимаю. Шаровидные туи надо или хорошо застригать, или брать в сетки. Я использую вариант, я их
2 или даже 3 раза за сезон. Это мои будут глобозы большие. Сажались тут для других целей. Так, это у меня крупнолистная гортензия. Сажались для других целей, чтобы сдерживать выпадение гортензии, которые сюда, вот это древовидная. Но сейчас я ее пересадила, поэтому это будут большие, красивенные у меня шары. Так, Вадим Петрович мне помогает. Мои ивонны развалились. Сейчас подойду к ним. Мия, ты мне тут помогаешь снег счищать? Вот вам трава прямо сейчас нужна, когда снегом все завалило. Смотрите, на эту розу я... Это, кстати, знаете, роза какая, Гёте. Летом я вам ее очень часто показывала. Решила ящик поставить. У меня просто один ящик остался. Думала, гадала, куда его поставить. Так, это наша пихта корейская. У нее шишки очень красивые. В этом году не было, а на следующий год, наверное, будут опять. И она очень сильно набрала высоту. Маленькая елочка. Цверк какая-то. Какой-то цверк. Вот такая она. Сейчас она будет красивая, когда весной. Я вот вам прикрепляю фотографию. Такие, ну, хвойные все красивые весной. Сейчас у нас нет цветов, и хвойные прям на первый план вышли. Если сравнить, то как первая скрипка в оркестре. Хвойные сейчас играют красивыми красками в снегу. Просто волшебно смотрится. Так, еще одна моя. Будем сравнивать. Вы часто спрашивали про эти две туи. Ауреа Нано и Ауреа Пирамидалисы. В чем же у них разницы, похожести? Вот я вам и буду показывать. Ну, то, что они маленькие, они и будут. Нано значит карликовый сорт. И у них вершина такая округлая. Вот такой. А огромные они не будут. Растут, по-моему, 80 сантиметров в метр. И яйцеобразная форма у них. У этих туек. Ну, посмотрим весной по приростам. Вот такие красивые. А куда же я шла? Я хотела вам что-то показать. А, вот увидела. Ивонны. Вот такие мои ивонны. Но красиво, я вам скажу, выпали на дорожку. Все, товарищи, 3-метровые ивонны. Надо вас стричь. На весну уже запланирую. Кстати, за периметром я все малыши ивонны, малыши, по пояс малыши, связала. А эти нет. Ну, как-то мне не хочется их связывать. Они такие красивенные. У них ветки гибкие, они, по идее, поднимутся. Поднимутся, но главное, чтобы не поломались под тяжестью вот такого сильного мокрого снега. Сейчас доснимаю, пойду уже более аккуратно. Эту всю аллею отряхну, подниму. Что вам еще показать? Смотрите, какой красивый барбарис. И листики, и ягодки у него. Такие красивенные. Буквально вчера ходила Мария барбарис под снегом. Ну, он не поломается, он связанный, кембриком связанный. Так, а вот эти туи надо отряхнуть. Целенькие, хорошие. Хельмонт Пилар. Вот такой Хельмонт Пилар. Буквально вчера ходила и укрывала свои розы, вот эти розы. Вон кусочек видно, веточки. Хвойными ветками сосновыми. Я их на зиму решила
не укрывать агроволокном. В прошлом году одним слоем укрыла и потом и пожалела. Почему? Потому что выпрели розы. Тут растут, знаете, какие розы, которые вам нравятся, с гипсофилой мелкой белой. Black Magic, Black Baccarat, Абракадабра. Кстати, за Абракадабру. Эта розочка есть в питомнике Барни в разведении. Если вы смотрели мое прошлое видео, там я про розы Барни рассказывала. Очень красиво. Сейчас оно как никогда актуально, да, розы посмотреть. Так, это мои елочки Кейбаб. Вот так выглядят. Ну, елки можно не отряхивать. Они легко. А вот этот пирамидалис я просто забыла вчера связать. Маленький. Уже легла спать, честно говоря. И вспомнила, что я... Так, Blue Alps. Мой Неваки мое. Завалилась. Что забыла эту пирамидалис, вот ее связать надо, потому что у нее еще нету силы в ветвях, у тех гибкие более-менее, не сильно. Крайняя вот та, что я отряхивала, она, конечно, больше наклонилась, а эти почти нет. А у этой развалилась. Так, тут у меня еще Teddy Bear один. А это Blue Alps. Blue Alps надо отряхнуть. Он у меня тут загнут, закручен. И не видно на фоне снега. Он форму такую держит. Я с него форму, фигуру стригу. Хупси. Хупси, хупси. Ага, вот маленькая елочка. Это... Ой, забыла название. Ялака Голд вспомнила. У нее такие кремовые, красивые приросты. Сейчас найду, если прикреплю. А Хупси, у нее ветки, как у всех елей. Ну, надо слегка так ее. Хрупкие, у всех елей хрупкие ветви. Это тупой. Кипарисовик тупой. Какой-то забыла. Его надо отряхивать. Вот моя пихта. Она не на штамбе. Она просто так сформирована. Куплена по скидке. Пересажена с места. Вон там, где я высадила свои ауреанана. Тут ей красивее место. Она просто очень медленно растет. И там она немножко мне, когда я уже высадила, не нравилась. Вот это Golden Globe. Смотрите, застрижен. И отлично, отлично себя чувствует. Ох, руки замерзли у меня уже. Спартан. Надо, конечно, его отряхнуть. Он застрижен. Вот этот вот почти не развалился. В прошлом году они у меня вообще упали. Я думала, поломались. На проводах даже снег. Так. Это канадская елочка с такими кремовыми приростами. Забыла название, подпишу сейчас. Самошиты, барбарисы. Самшиты, наверное, можно не отряхивать. Так, надо сейчас вспомнить, где у меня шаровидные туи. Их, наверное. Так, это коника маленькая. Голубенькая. Тоже красивенькая. Что это у нас? Это у нас тис фастигиата робуста. Отлично. Только так он медленно растет. Вообще. Я вам хотела за эту клумбу рассказывать на прогулке. Я там ее взяла и корой присыпала. Ну, конечно, сейчас ничего не видно. Поэтому... Снег сойдет, я вам покажу. Так, еще один мой маленький кейбаб. И не виден он. Так, ну что, мы по саду прошлись. Я вам показала. Сад невероятно просто красивый. Смотрится шикарно. Погода отличная.
А вон маленькая елочка. Белобок. Белобок, привет. Так, вот они мои. Мои шаровидные туи тут красивенные. Тут их прямо откапывать уже надо. Ну, нормально. Сейчас хоть немножко вас пойду перчатки возьму и хорошо отряхну. Тут у меня эти розы укрыты. Это мадемуазель Миян. А вот эти... Так, вот это что-то сильно. А вот эти розы, это аспирин. Вот он. Он будет зимовать под еловым, под сосновыми веточками. Там пионы. Вот это где палочки, это пионы мои. Ну что, я вам желаю встретить зиму хорошим настроением. Несмотря на то, что такая, знаете, погода как сырая, не очень приятно ходить без перчаток, но очень же красиво. Постепенно приближается Рождество и Новый год потом. Я пошла работать в саду и вам желаю, чтобы ваши сады радовали вас и зимой, и весной, летом, конечно же, осенью. Осень заканчивается. Вот-вот наступит зима. А зима это что? Это значит следующая весна. Эти розы я укрыла. Буквально вчера дозаканчивала. На дуге агроволокно. Круг. Прямо хорошо, что сделала. А еще знаете, что хорошо? Что столько снега выпало. У нас такая сухая осень была, я не знаю, как у вас там, где вы живете. А сейчас будет опять тепло, потом нанограцилис забыла. Нанограцилис. Пропитается влагой земля, польет наши растения. И это хорошо. Всего хорошего. Будем ждать зиму, а потом весну. Задавайте вопросы свои про сад.